Всем любителям творчества привет! С вами я, Ксения Назарова. У нас на дворе уже весна, а не за горами и лето. Сегодня я предлагаю вашему вниманию сделать вот такую замечательную летнюю композицию из репсовых лент. Сегодня будем делать ягоду земляники из репсовой ленты алого цвета шириной 12 мм. Вы можете украсить ею серединку бантика своей любимой маленькой красавицы или сделать вот такие вот подвижные элементы, объемные. Оставайтесь со мной и давайте сделаем эту красоту вместе. Итак, друзья, сегодня украшаем бантик из репсовой ленты такой вот клубничкой, тоже из репсовых лент. И для этого нам понадобится 3 лепесточка, сделанные из репсовой ленты алого цвета шириной 12 мм и длиной отрезочки, 3 отрезка длиной 7 сантиметров. Также для маленьких зеленых листиков я взяла квадрат репсовой ленты 2,5 на 2,5 сантиметра яркого зеленого цвета. Для работы нам понадобится, конечно, зажигалка, пинцет, линейка, ножницы и клеевой пистолет с термоклеем. Бантик я уже приготовила. Основой бантика является лента репсовая шириной 2 сантиметра. Итак, чтобы получить вот такой вот лепесточек, мы берем ленту, складываем серединку именно этой длины пополам, еще раз пополам, поворачиваем боком так, чтобы место сгиба оказалось слева. На уголок зажимаем пинцетом, оплавляем огнем, еще раз поворачиваем к себе и делаем такую вот капельку, совмещаем. Разворачиваем как бы наш лепесточек и фиксируем это все, сплавляем. Огнем и, держа к себе широким основанием вниз, еще раз складываем в другую сторону, уже теперь делая лепесточек объемным. Вот что получается. Для того, чтобы сделать полуягодку, которая нам нужна будет для серединки бантика, для этого достаточно взять 3 лепесточка и склеить их между собой, нанеся на бочок вот этого вот верхнего уголочка, мы наносим клей. Термоклей у меня уже загрет. Маленькую капельку клея. И еще раз. Такая вот полуягодка у нас получилась. И украсим ее маленькими зелененькими листочками канзаши острыми. Для того, чтобы это сделать, я уже сказала, что взяла квадрат репсовой ленты зеленого цвета 2,5 на 2,5 и делаю обычный острый лепесток канзаши. Складываю косыночкой уголочек к уголку, еще раз складываю еще в один треугольник более маленький, совмещаю ровненько слои ленты, чтобы лежали, и еще раз складываю пополам. Получаю вот такой вот маленький треугольник. Нажимаю пальчиками, если нужно, подравниваю ножницами и сплавляю основание нашего лепесточка. Склеиваю все слои ленты в нашем лепестке.
Вот такой маленький лепесточек у нас получился, и мы должны вывернуть его. Как бы отогнуть этот острый уголочек. И получается у нас такой маленький-маленький зелененький листочек. Мои ягодки будут так вот. Мы сейчас вот эти места будем закрывать, неприглядные. Тоже при помощи термоклея. Аккуратненько. На изнанку листочка наносим капельку клея. Такие ягодки, землянички можно сделать и без бантиков, просто заколками, маленькими заколочками. А также можно сделать объемную ягодку, как такую на ножке. Тоже покажу, как это сделать. Итак, вот такая ягодка у нас получилась. Чтобы более ее закрепить, я посажу ее вот на основу из квадратика 2,5 на 2,5. Просто чтобы зафиксировать нашу форму лучше. Вот таким вот образом тоже нанесу клей. Лишнее мы отрежем. Так, ягодка почти готова. И отрежу немножко еще ленты. У меня вот такая зелененькая лента 5 сантиметров есть, репсовая. И хочется сделать небольшую плодоножку. Сворачиваю трубочкой. Вот такая вот объемная ягодка у нас получается. Клубничка. И так вот украшу ей наш маленький бантик. Когда мы убедились, что клей высох, наш бантик готов. Такие вот замечательные бантики с ягодками посерединке у меня получились. Можно также сделать две половинки клубнички, и получится объемная ягодка. Для плодоножки я использую сутажный шнур ярко-зеленого цвета. И те же самые ленты, как я уже показала. Для объемной ягодки в общей сложности мне понадобилось 5
лепесточков. Раз, два, три, четыре, пять. Вот вы видите у основания. И 6 зеленых лепестков канзаши. Действовать буду также. То есть сначала склею между собой низ нашей ягодки. Вот мы увидели, что клей остыл и схватился. И теперь нужно также лепесточки склеить между собой в основании ягодки. Вот такой объемный элемент у нас получился. И теперь мы будем закрывать все неприглядные части зелененькими листочками. Берем небольшой отрезок сутажного шнура зеленого цвета и устанавливаем его на капельку клея, маленькую. Устанавливаем серединку нашей ягодки. Очень аккуратно. Ягодка наша готова. И вы можете использовать ее тоже, эти ягодки данные, можете использовать в своих работах. Например, можно ягодками украсить заколочку, декоративную композицию, ободок. Можно у бантика сделать вот такие вот элементы подвесные. Тоже будет очень красиво. Всем желаю творческих успехов, друзья. Если вам понравился мой мастер-класс, ставьте, пожалуйста, лайк. И до новых творческих встреч. Пока-пока.